Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за вашу поддержку и за ваше внимание. Тема сегодняшнего расклада. Красная тряпка. Чем ты доводишь своих недоброжелателей до исступления одним лишь своим видом? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. И в конце видео в качестве бонуса будет совет профессионального психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно, поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца. Также присылайте любые вопросы, на которые хотели бы услышать ответ психолога. Также отвечу в своих видеоконсультациях. Иногда вам достаточно появиться, и у кого-то внутри уже меняется настроение. Ты можешь ничего не делать, абсолютно. Не спорить, не доказывать и не привлекать внимание специально. Но в твоем присутствии у некоторых людей возникает внутренняя реакция, которую они сами, может быть, даже до конца и не контролируют. Это может проявляться в каких-то холодных, надменных взглядах, да? В резких комментариях, в язвительных, в попытках обесценить или, наоборот, в показной равнодушной дистанции. И важно не то, как они это оформляют внешне, а то, что за этим стоит. Их собственное напряжение рядом с твоей свободой, уверенностью или просто рядышком с твоей естественностью. Это не всегда про открытую враждебность. Чаще это про какой-то внутренний дисбаланс, который ты у них запускаешь просто фактом своего существования. И вопрос здесь не в том, кто тебя не любит, а в том, какая именно твоя проявленность становится для других точкой внутреннего конфликта. И почему она так сильно их задевает. Так, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Какая? Перемен требуют наши сердца. Ух ты. Какая девочка пришла на расклад? А с кем это вы тут выясняете какие-то отношения, позиция? Интересно. Сейчас такой какой-то период, может, подсветили в вашей жизни. С кем-то тут вы в контрах, да? Так. У кого-то тут с каким-то мужчиной вы, знаете, может, не находите общий язык. У вас свое видение какой-то ситуации, да, и реакция соответствующая. У него совершенно другая. И при этом вы себя ощущаете, знаете, где-то даже бессилие какое-то. Вот детская карта девочки, которая плачет, да, слезки текут. И при этом рядышком карта оппозиция, а с другой стороны эта карта, как будто бы вы стремитесь улучшить жизнь, может быть, даже взаимоотношения с кем-то, наладить, да, прикладываете какие-то усилия и надеетесь, что возможно улучшатся эти отношения. Но при этом внутри, правда, как ребенок бессильный, и слезы от этого и текут. Вы говорите, Бог ты мой, когда же это все закончится? Как будто бы не знаете до конца, как решить какую-то вот задачу, может быть, наладить эти взаимоотношения, восстановить. Угу. При этом такое ощущение, как будто вы говорите незаслуженно на меня вот это вот тут кто-то то ли наезжает, то ли что-то со мной какие-то споры, ссоры затевает. Так, мне такое подсветили. В чем это? А тут, если вы с кем-то в ссоре, спор у вас, да, какое-то выяснение отношений, то тут еще третьи лица присутствуют. То есть, если у вас, допустим, с вашим каким-то мужчиной, тут мужчина, да, изображен, тут не обязательно мужчина, может быть, кто-то, с кем вы сейчас выясняете отношения. Тут сюда еще
руку приложили, каким-то образом причастны третьи лица. Может быть, это ссоры, споры по поводу этих третьего какого-то лица. Вот тут мне так, потому что тут какие-то такие странные карты, как будто бы то ли вы пытаетесь кого-то защитить, то ли... Ну, тут у каждого, наверное, свое, но вполне возможно тут касается... Ну, давайте так, не буду тут уже докапываться до сути, так как, наверное, у каждого свое. Но почему-то мне тут карта жадности, карта защита и карта третьих лиц. То есть кто-то какой-то, то ли какого-то человека защищает, то ли кто-то не хотел бы какие-то ресурсы терять. Не знаю. Ну, что-то такую ситуацию подсвечивают. А вообще на вас первые карты ложатся. Это переход на новый уровень. Как будто бы вы уже длительное время подвисли в какой-то ситуации. Вы говорите: перемен, хочу перемен, да, переход на новый уровень. Хочу качественно изменить свою жизнь. При этом карта женщины энергетически наполненная, муза, харизматичная, внешне привлекательная, умеете подсветить свои все достоинства, акцент на этом сделать. Мало того, помимо того, что внешне на вас обращают внимание, у вас еще достаточно и интеллекта, и харизмы для того, чтобы этот фокус внимания на себе удерживать. То есть с вами есть о чем поговорить. Да, может быть, тут даже женщина с таким каким-то философским подходом к жизни, тут гармония. Помимо того, что тут и сексуально вы привлекательны для многих мужчин, при этом по этой карте гармония женщина, которая уже с опытом, уже знает, что если где-то вы не можете изменить ситуацию, то нужно как минимум попытаться изменить отношение к этой, да, какой-то ситуации, тут проблеме. Тут как-то так, мудрая уже. Показана у вас женщина, которая осознанно сейчас свое сердечко замораживает. То есть я это буду читать в каком контексте? В том, что вы, может быть, раньше намного более эмоционально реагировали тут на какие-то обиды, провокации, на какие-то неудачи в жизни. Сейчас вы, скорее всего, вот это сердечко замороженное говорит о том, что вы все свои эмоции стараетесь, ну, большинство эмоций взять под контроль и проанализировать, и потом уже давать какую-то реакцию. Как будто бы вы говорите: если я дальше буду вот просто эмоционировать по, ну, не то что любому поводу, ну, тут поводов достаточно в нашей жизни, то у меня будет выгорание, я так долго не протяну, меня на всех не хватит. Тут что-то такое. При этом где-то искренним таким добрым ребенком и остаетесь, и верите где-то в чудеса даже, да, все прекрасно. Мне такую женщину показали. Такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, красная тряпка. Чем ты доводишь своих недоброжелателей до исступления одним своим видом? Первое. Ой. Кто же эти люди? Их роль в твоем окружении, может быть, степень близости или наблюдения, насколько они там рядышком проявлены. Так, кто же эти люди? Роль в твоем окружении, степень близости. Следующее. А что именно в тебе их задевает? Может, твое поведение, твоя уверенность, свобода, успех, что? Что является для них той самой красной тряпкой, раздражителем таким? Итак, форма проявления. Как это проявляется? Как это выражается, да, с их стороны? Обесценивание, холод, критика, игнор, сарказм. Может, какие-то вот эти едкие, да, такие замечания, ядовитые, подколочки, да, какие-то провокации. Как это все проявляется с их стороны? А давайте посмотрим теперь, немаловажно, истинная причина. Зависть, сравнение, внутренние какие-то комплексы, да, их тараканы какие там, ощущения, может, их собственной несостоятельности. О чем это вообще? Истинная причина. Так.
давайте посмотрим выход, да, из этой ситуации. Как вам перестать втягиваться в какие-то эмоциональные реакции? Может быть, и сохранять свою целостность, да, не реагировать и дальше на это все. Как перестать втягиваться в это все? Какое-то противоядие, если есть для вас, подсказочка. Хотелось еще эту карту вытянуть. Так, начинаем. Первое у нас. Кто же эти люди? Их роль в твоем окружении, степень близости или наблюдения. Тех людей, которых ты доводишь до белого коленя, до исступления, да? Их роль в твоем окружении уже мне показаны токсичные люди. Ух ты! А тут женский коллектив. У кого-то это рабочий коллектив, у кого-то это так называемые, знаете, подружки. Ну, какое-то женское окружение, 100%. И не одна, знаете, это похоже... Так, степень близости, наблюдения. Они, кстати, пытаются, может быть, сама по себе, каждая из них, периодически к вам проявляться, знаете, в роли, в амплуа. Тут, может быть, заботливой такой, внимательной. Ну, тут даже архетип может быть как подружка, да? Ну, сейчас я посмотрю. Степень близости и наблюдения. Тут как будто бы периодически они активизируются, не постоянно. Но знаете, тут еще о чем? О том, что они как будто бы периодически проявляются, а вы, судя по карте сова, как-то мягко, так нейтральненько их, и тут же карта смерть, как, то ли на место как ставите, то ли на вытянутую ручку их держите. Но этот процесс, он не заканчивается. Как будто бы периодически они в вашей жизни возвращаются, эти женщины. Я не знаю, мне так показано. Так, роль в твоем окружении. Роль в твоем окружении, повторюсь, они как будто бы могут появляться в вашей жизни и проявляться из позиции, ну, тут забота, тут покровительство высших сил, вот, как будто бы с какими-то такими даже доброжелательными намерениями. Но на самом деле первая карта токсична. Ну, давайте я уточню. Мне очень похоже, знаете, сейчас объясню. Какой-то женский коллектив, на самом деле серпентариум, да? Если вы с каждой, допустим, тут 4 изображены женщины, да, с каждой из них по отдельности где-то можете пересекаться, или они даже ищут встречи с вами, то они тут выступают в роли какой-то такой заботливых, каких-то такой доброжелательный, ну, подружки, не подружки архетип, ну, вот такого вот как будто бы радость, рады вас видеть, может быть, даже знают о ваших каких-то там нюансах вашей жизни, и как-то так вот они располагают к себе. Вот каждая по себе вроде бы как проявляется и нормальные люди, но когда они вместе собираются, тут повторюсь, тут какой-то серпентариум, токсично. Они могут кости перемывать и вам, и друг другу. Тут вот как-то так. Вот я не могу понять, а что их объединяет? Это коллектив какой-то или что их объединяет? Высший реализм. Ну, это рабочие, так как подруги, это из прошлого. Знаете, это похоже мне, ну, подруги, которые в прошлом, может быть, вы более тесно там общались. Допустим, даже если это какой-то коллектив, то это может быть вы в прошлом там принимали активное участие там в жизни этого коллектива. Или же, ну, тут карта род, тут прям как вы были одним целым. У кого-то это может быть
общение, вместе вы обучались чему-то, да, в институте там, или в каком-то училище, или в школе вообще, даже школьные какие-то подруги, вот девчонки, вот тут такое даже может быть. На самом деле, что их объединяет, так интересно. Подруги, тут карта очищения, вы не совсем, как вам сказать, сейчас являетесь с ними подругами. Знаете, это может быть как вот в юности там объединяло что-то, там юность, не знаю, там какое-то учреждение учебное, да, вот как-то так вот вы вместе сошлись. А потом пути дороги разошлись, тут карта отшельник, очищение, то есть у каждого своя жизнь, у каждого свое видение этой жизни. Как будто бы на самом деле мало что объединяет. А объединяет вот, периодически, когда встречаются вот эти вот женщины, тут карта высшее я, вот эгоизм, у кого-то даже желание похвастаться. Вот у меня то так и так и так в жизни, вот как даже не обязательно тут пыль пустить в глаза, а просто вот когда есть о чем, знаете, как заявить, показать, ну даже похвастаться, даже тут такое какое-то вот как будто бы друг перед другом могут красоваться. Опять-таки, очень, что объединяет, очень интересно многим семейное положение друг друга. При этом нюанс тут такой, смотрите, с кем-то карта воин, тема разговора. Могут мыть кости мужчинам, да, вот мужчины, воин, это разрушитель. Какие-то поступки обсуждать мужские, которые тут могут раздражать. И это же на этой почве находить общее что-то, да, вот там уж не знаю, там рассказывать. А мой Николай вот такое вытворил, а вот мой Николай вот так, но при этом присутствует аспект такой, карта медведь. Это карта мужчины, который несет ответственность за семью, за женщину, вкладывается в материальное взаимоотношения. Тут при этом не применут подчеркнуть, допустим, что тут же Николай, там, допустим, уж не знаю, там, подарил, не знаю, там, что там, путевку какую-то, круиз какой-нибудь. Ну, вот тут такой нюанс. Или там автомобиль новый, там, да, подарил. Ну, это я утрирую, вы поняли, да? Что-то тут такое вот могут. Тут мне такое показали, вот таких женщин. Раньше вы могли их воспринимать, ну, даже не то, что там подружками, а там общались с ними очень регулярно. Так, почему токсичны? Ой, прям две карты выскочила. Я спрашиваю, почему они токсичны? Для вас токсичны, потому что, смотрите, карта гроб, с ними уже ваши... Ну, вам точно не по пути, тут развилка. Ваши пути разошлись, и карта гроб ничего хорошего, как будто бы вы не ждете, вы уже для себя вывод сделали по поводу этого сообщества, да, этих каких-то женщин. Ну все, вы как будто бы уже перелистнули эту страничку, вам то ли неинтересно, то ли вы уже четко про каждую из них знаете, знаете, чего каждая из них стоит на самом деле. А более всего тут, наверное, для многих еще такой нюанс. Вот вы таки думаете, каждая поодиночке может к вам проявляться, если ей что-то нужно, она может появляться в вашей жизни. Но вот когда они все вместе собираются, тут серпентариум, тут такие злые языки могут быть. И в том числе информацию, которую о вас они получают поодиночке, они тут же могут, вот, допустим, четвером как-то так это интерпретировать по поводу вас. Вы всего лишь можете быть, знаете, как в меню, да, этим, если можно сказать, разговоры о вас, это одно из блюд, которое заявлено вот при встрече. Я надеюсь, я донесла вам. То есть вы знаете уже всю сущность этих людей. И для себя вы осознали, в пути дороги расходятся. Хотя они периодически появляются в вашей жизни. Так, что именно в тебе их задевает? Поведение, уверенность, свобода, успех. Странно. При том, что... Ага, карта сплетни, и вы закрываетесь. А первая карта сердца. Интересно. Сейчас я прочитаю все это. Угу. Странно. Что их задевает? Поведение, уверенность.
уверенность ваша, ваше умение где-то противостоять их даже каким-то манипуляциям, провокациям. Вы тут, у вас сердце открытое, ну, вы умеете любить, умеете, может быть, даже где-то вот если кто-то попадет из них в какую-то ситуацию такую, где нужна будет ваша помощь, они тут без зазрения совести, даже если перед этим на вас ушат грязи вылили, друг перед другом тут рассказали про вас какие-то гадости. Но если каждая из них попадет в какую-то неприятную ситуацию, тут как будто бы они без тени зазрения к вам обратятся. И они знают, что у вас это доброе сердце, что вы поможете. Вы действительно поможете. Так вот, а что их еще задевает? То, что вот вы можете как будто позволить себе быть вот такой, какая вы есть. Вот это добро. И они это не воспринимают как слабость, кстати, с вашей стороны. Нет. Они воспринимают это как ваша жизненная кредо, да. При этом они понимают, что вот эти вот сплетни какие-то, а вы тут закрываетесь от них, вот карта щит, и вы где-то неуязвимы для них. То есть вы не даете той реакции, на которую они там настроены, да, или, может быть, хотели бы вас даже задеть, а вы не подпускаете их именно вот, когда они, допустим, там начинают какую-то грань переходить или интересоваться там чем-то вашим личным сокровенным, вы как-то на место их так ставите, вот это вот их задевает. Ну, ваша уверенность, ваше поведение, ваша где-то неуязвимость против этих сплетен каких-то даже. И тут больше всего их свобода, успех, тут даже не это, но свобода от их мнения их раздражает. Умение противостоять вот этим манипуляциям, еще раз повторюсь, и еще задевает прям тут у многих, я не знаю, какая-то прям ненависть такая, тут карта ненависть. Им кажется, карта рыбы, вы удачливы, вы успешны. Может быть, даже если у вас какие-то времена тут не очень такие успешные и удачливые, то потом как будто бы у вас все равно как в чем-то тут вы вот как будто бы карта рыба. Вот им кажется, у любого другого уже какой-то сценарий прописанный, а вы в любой момент тут как будто сценарий может поменяться в лучшую сторону. Карта рыбы. Удача, успех. Вы можете использовать вот какие-то даже шансы. Тут что-то такое. Можно сказать одним словом, какая-то непотопляемость ваша. Да? Ну, я все-таки доложу, о чем это. Потому что карта ненависть, она такая, знаете... О чем это ненависть? Раздражает их. Ну вот смотрите, ну да, это я говорю с позиции непотопляемость. Вы как будто бы вы находите выход из этих каких-то тяжелых ситуаций, из лабиринтов, да, у всех у нас бывают не очень такие какие-то времена хорошие. А даже если вы блуждаете в этом лабиринте, вас видят по карте воительницы. Это женщина, которая, рамки границы у нее выстроены. Она явно не будет тут причитать, знаете, и уж точно не будет давать повод для этих каких-то сплетен, разговоров. Вы возьмете эти эмоции под контроль, вы сами разруливаете ситуацию, выходите победительницей. Вот это тоже задевает, да. Скорее всего, их тут задевает то, что вы особо не нуждаетесь ни в их помощи, ни поддержке, ни в каких-то советах. Ну, вы сами себе помощник, сами себе там вдохновитель идейный, психолог карманный. Тут что-то такое. Ваша самодостаточность, скорее всего. Ну и, наверное, то, что, может быть, вы даже тут в открытую транслируете, то, что вам не особо интересно с ними. Даже многие, наверное, транслируют то, что я не хочу свое время тратить на какие-то тут... Даже разговоры ни о чем, в никуда, какие-то сплетни, вот тут такое. Ну, и у кого-то конкретно, вот у женщины тут прям ненависть по поводу, вот кажется им даже, что, может быть, они более в чем-то трудолюбивые, может быть, даже в чем-то более умные, профессионалы более высокого какого-то уровня, но при этом им кажется, что судьба к вам более благосклонна, да, карта рыбы, а вы вот удачливы, вот вам просто как прет там удача.
Вот это ненависть вызывает. Как будто бы незаслуженно тут небеса вас это, ну не знаю, высшие силы к вам расположены, да? Что-то такое вот. Так, давайте посмотрим, как это выражается, в принципе, их проявление, да? Обесценивание, холод, критика, игнор, сарказм. Угу. А тут сразу же в общении с вами, смотрите, мне показали, как вот трио, это о чем? Это то о том, что будет обесценивание 100% ваших каких-то достижений, даже мечтаний. Тут карта феечка. Сейчас я расскажу дальше. Тут феечка. Тут, если даже вы там о чем-то, о своем таком, знаете, можете поделиться, хотя я сомневаюсь, что вы тут чем-то же делитесь, или уже по факту как свершившееся что-то, констатация, да, то тут они могут обесценивать чем? С одной стороны, кто-то может тут высмеивать, ну, типа а-ля пытаться, да, что это как-то фантазия, это как будто бы такое что-то, у кого-то это... ну, допустим, у вас там была мечта, вы открыли там фирму какую-то, да, вы особо никого не спрашиваете, не советов, что точно оценки ничьей не ждете. И при этом вас могут спросить, допустим, чем занимается эта фирма, конкретно, да, какие услуги там оказываете или что такое. И при этом тут же, не дождавшись разговора, ну, вашего рассказа, могут не то, что там вы не спрашиваете, повторюсь, каких-то там советов, они тут же могут рассказывать, насколько это неперспективно, тут же могут сразу же приводить какие-то свои истории по поводу подобных фирм, да, какого-то рода ваших занятий, в общем, как обесценивание какой-то третьей лица, и сразу же могут рассказывать там, сразу же там, в чем они более успешны, ресурсны, как будто бы нет, ну, просто там, ну, послушать, да, там, или, ну, молодец, классно, там, да, действительно, там, это успех, это там, начало пути, или, в принципе, это интересно, да. Нет, тут сразу нужно как будто бы дать понять, что это то, что, чего вы там то ли достигли, или к чему вы даже только стремитесь. Такое какое-то обесценивание вообще ваших трудов, ваших каких-то вложений, способностей, да, вот тут даже ваших способностей. Что-то такое тут. Ну и критика, тут критика, да, и тут еще как будто бы пытаются сразу вот на ваше, как вам сказать, на вашем фоне тут пытаются распускать этот веер, хвост, может быть, подчеркивать свою там какую-то удачу, успешный успех, вот тут как-то так. Игнор, да, тут 100%. Игнор, может быть, сарказм, это все сюда. Карта змея, это, знаете, какие-то такие замечания, едкие, колкие, дабы вас вообще вот как-то, ну, не то что там унизить, ну, на место поставить. Хотя сами же и спрашивают, да, допустим, вряд ли вы тут сами это все распиариваете себя. Что-то тут такое, вот змея, это вот желание где-то укусить, где-то вот так вот дать понять, что все равно ты какого-то уровня непонятно до чего, непонятно до какого ты не дотягиваешь. Тут такое какое-то. При этом мне карта подозрения. Подозрение, это, скорее всего, вы уже знаете, о чем бы вы тут с ними не делились, о чем бы вы ни говорили, все равно будет это искажаться информация, как будто бы какой-то там подтекст в этом будет находиться, и это может быть все, знаете, как перевираться, перекручиваться, и смысл сказанного вами абсолютно будет изменен и уже донесен в чьи-то ушки уже совершенно по-другому. Искажение информации. Это как будто бы уже заранее это запланировано. Угу. Ну, как будто бы вот тут карта ожидания, вот подозрения и ожидания. Вы как будто бы уже знаете, что особо ожидать ничего хорошего вам не стоит от общения с этими людьми.
Да, тут и сарказм, и какие-то замечания едкие, колки. Самое главное, обесценивание ваших каких-то достижений, даже мечт, даже ваших каких-то попыток изменить свою жизнь. Вот тут вот как будто бы им это очень интересно, но при этом тут же это все как сливается. Мгм. Так, давайте посмотрим. Истинная причина этих проявлений или непроявлений, наоборот, посмотрим. Зависть, сравнение, внутренние их комплексы или ощущение собственной несостоятельности. Ух ты, истинная причина. Ну, вы уже, я вижу. Так, карта. Тут соперничество, я в прямом смысле сразу же. Соперничество, где-то что-то им не имется. Но вы раньше были как подруги, друзья, можно сказать. Тут карта собака, друзья. Но это в прошлом. Опять-таки, это у людей, наверное, как несостоятельность. Почему? Потому что первая карта – это карта вечной невесты. Это человек, который вот-вот получит желаемое, вот-вот, вот прикладывает, может быть, действительно они много прикладывают усилий, и у них такое создается ощущение, что они там и обучаются чему-то новому, и вкалывают там, помимо рабочих часов где-то что-то, прикладывают усилия, а вот оно им не дается, то, что они себе намечтали. И тут же они видят, что вы там, по их мнению, намного меньше вкладываетесь во что-либо, да, прикладываете этих усилий. Но при этом им кажется, результаты у вас в чем-то лучше. Истинная причина, тут зависть тоже, да, и вот эта вот несостоятельность. Они понимают, что вот они, знаете, не особо несчастливые, не особо недовольны тем результатом, который они имеют. При этом проще, конечно, обвинить, да, какой-то, может быть, всемирный заговор, но не подчеркнуть, даже не дать шанса вам почувствовать, какая вы интересная, ресурсная. А они это понимают. Тут зависть, тут конкуренция, тут женская, как вам сказать, какие-то комплексы, сравнения, соперницы вас сильно видят. Тут они осознают то, что харизматичная, такая наполненная, яркая женщина, с которой, в принципе, не понимают многие, себя комфортно ощущают рядышком с вами. При этом карта собака, может быть, и в прошлом вы были там, и, повторюсь, как подруги классные. При этом они понимают, что рядышком с вами достаточно много этих друзей. Вы легко находите, если вам нужно, точки соприкосновения, находите общий язык легко со многими. Карта письмо это сюда же. То есть для вас не проблема найти не то что единомышленников, это я загнула, ну, в моменте, да, вот точки соприкосновения, давайте так, с интеллектом у вас все в порядке. То, с одной стороны, как вам сказать, истинная причина – красная тряпка. Почему? Потому что они понимают, насколько вы интересны, ресурсные, насколько у вас вот эта ваша энергетика манкая. Она и для мужчин манкая, и при этом, давайте так, я думаю, многие люди к вам расположены доброжелательно, потому что видят ваши вот тут какие-то качества. Но при этом те, о ком мы говорим, вот они вас считывают и соперницей, и им очень интересны ваши какие-то там достижения, успехи. При этом тут нет желания за вас там то ли порадоваться, то ли объективно посмотреть на происходящее. По карте вампир скорее потребители, скорее эти люди привыкли, может быть, даже на вашем фоне где-то привыкли самоутверждаться. Или попытки у них такие были, давайте так. Знаете, как будто бы вам могли изначально отводить какое-то второе, третье место, да, а себя на пьедестал ставить, и вот я вот буду блистать вот в лучах вот какого-то там солнца, а вы где-то вот на вторых, третьих ролях. А сейчас вот для них ну, такое неприятное, конечно, открытие, то, что у вас может быть своя яркая, там, наполненная жизнь. Мало того, у вас достаточно тут, по их мнению, еще каких-то друзей,
вы не нуждаетесь абсолютно в них. Вот как будто вы их игнорируете, и это ваш осознанный выбор. Вот как-то так. Вы не даете им подпитаться вот своей энергией, не даете им шансов испортить вам настроение, где-то вложить вам в голову то, что вы там не дотягиваете, непонятно до каких чьих-то там идеалов или там, ну, не знаю, и не ждете их точно одобрения. Вот тут что-то такое вот. Ну, тут и сравнение, и зависть, и ощущение несостоятельности. Вот тут такое вот. Все вместе, да. И тут немаловажно все-таки в принципе их потребительское это отношение. Повторюсь, эти люди могут возникать в вашей жизни, когда им что-то нужно. А когда не нужно, они пропадают. И вы, скорее всего, уже это все понимаете. Давайте посмотрим выход из этой какой-то ситуации, как вам перестать втягиваться, может, в эти какие-то эмоциональные реакции, качели. Ух ты, это о чем? Как вам лучше себя проявлять? Оппозиция, темперамент, устойчивое положение, напрямик, феникс, лошадь, ангел-хранитель. Ну, что нового я тут вам не скажу, наверное. Основное, что мне идет, это как будто бы, знаете, лучше никак, чем как-нибудь, да. Даже если в очередной раз там вас будут провоцировать на встречи какие-то. Причем, я повторюсь, тут что характерно, каждая из них по отдельности может с вами мило беседовать, да, и у вас создается впечатление, ну, нормальный же человек. Но это плюс, им что-то от вас нужно, в том числе и какая-то информация о вас, которая потом будет перекручена. Но когда они вместе все собираются, я же повторюсь, тут какой-то серпентариум. И как будто бы они даже друг перед другом могут, да, вот если вы в присутствии их, допустим, этих там группы лиц, вы появляетесь, они друг перед другом даже могут не давать понять, что вы там перед этим с ними очень мило беседовали. Тут как будто бы что-то тут такое коллективный какой-то недружелюбный разум у них совместный. Ну, это другими словами. Тут с вами мило беседуют, тут же закрываются двери, когда они там остаются там втроем, четвером, впятером, то вам тут все вместе кости моют, да, ну, самоутверждаются. Я уже не знаю, что так мне показали. Так, как перестать втягиваться? В принципе, говорят, если вы будете с ними тут в открытую оппозицию вступать, да, карта темперамент, по этому поводу эмоционировать, по этому поводу тратить свою энергию, пытаться что-то кому-то доказать, на место их поставить, в открытую, да, это прямо оппозиция. Вы окажетесь в очень уязвимом положении. Почему? Потому что, видите, тут женщина сидит на этой жердочке, да, барышня, в любой момент она шандарахнется вниз, а вокруг нее эти вороны сидят, для них все нормально, привычно. Они тут залетят, приземлятся где-то в другом месте, покаркают, между собой договорятся, а вы пострадаете. То есть вы, если вы будете входить в вот это состояние, где тут, это о чем? О том, что не контролировать свои там эмоции, вовлекаться в их какие-то, может быть, провокации, манипуляции, вот какие-то их вот эти вот, знаете, подколочки, вестись на это все, давайте так, вестись на это все, то вам говорят, ты очень больно можешь шандарахнуться вниз, и ты на их территории будешь. Они в этом доке специалисты, вот они могут эти манипуляции, они этим подпитываются. Говорят, вам не нужно до этого опускаться этого уровня и терять свою энергию. Нет, вам лучше свою энергию направить по тут карте Феникс вот во что-то другое, истина ваша, да, вот в то, в чем вы тут можете раскрыться в полной мере. Может быть, это даже что-то новое. Это как перелистнуть страничку и, наконец-то, там сделать шаг ближе к своим каким-то там целям, даже мечтам. Даже если вам для этого сейчас нужно будет приложить максимум усилий. По карте лошадь тут нужно трудолюбие день изо дня. Что-то какое-то, знаете, не просто так загореться чем-то, а через там неделю забить на это все, да, и удовольствие
удовлетвориться каким-то результатом никаким, да. Тут вам говорят, вот это уже доведи до конца, то, что ты тут намечтала, задумала вот по этой карте. При этом вас призывают к тому, что для того, чтобы получить результат, ты должна прикладывать тут усилия. Оно того стоит. При этом ангел-хранитель, вам говорят, вас оберегают, и вот вашу энергию, которую вы тут можете потратить на общение с такими какими-то, на общение, на пререкания, на дебаты тут с непонятными этими личностями, лучше эту энергию вот сохранить для, тут может быть даже для одного какого-то человека, с которым у тебя будет тут полное понимание, гармония и от взаимодействия с ним. Тут, видите, тут будут бабочки, птички райские какие-то в душе, покой будет царить, ну, вдохновение. Вы понимаете, это о том, что лучше или никак, чем как-нибудь, или лучше это качество, там, один какой-то друг, действительно. Один человек, действительно, с которым будет очень комфортно, классно, и тут и вы от него будете подпитываться, и с удовольствием вы ему будете эту энергию свою отдавать. Тут просто будете кайфовать от этого взаимодействия, чем непонятные взаимоотношения тут с огромным количеством типа а-ля друзей, знакомых, по поводу которых у вас и так уже сложилось очень четкое, ясное впечатление. Да, и вы знаете, чего они стоят, эти люди. И они точно не стоят вашего внимания. Вот такая информация мне сегодня пришла, девочки. С точки зрения психологии, резкие эмоциональные реакции окружающих, ну, на вас, в данном случае, на другого человека, часто связаны не с самим человеком, то есть не с вами, а с внутренними конфликтами, со сравнениями. Это о том, что у этих женщин, у нас тут женщины, женский коллектив, могут свои какие-то там тараканы быть, опять-таки, они не могут не получать желаемого, то, что они себе намечтали, у каждого свое, комплексы свои, да, какие-то, в чем-то они там не состоялись. Вы это не можете контролировать, и вам и не нужно во все это влазить. У вас свои тараканы, да, зачем вам еще интересоваться их тараканами? И когда чья-то свобода, уверенность или самодостаточность подсвечивают эти чужие ограничения, это может вызвать раздражение. Вот это вот так и происходит. Обесценивание или скрытую агрессию, как способ восстановить внутреннее равновесие. То есть им проще вас обесценить, им проще там в грязь вас втоптать, даже там что-то подсмеяться, да, вот как-то так. Ну, обесценить то, что вы там, о чем вы мечтаете, к чему вы стремитесь. Вот так они восстанавливают это внутреннее равновесие. Вместо того, чтобы самим к чему-то стремиться, тут чего-то достигать, может быть, даже превозмогая собственные страхи. Нет, проще кого-то, проще помоями кого-то облить, да, вот обесценить. И важно понимать, что такие реакции говорят больше о состоянии этого наблюдателя, чем о тебе. То есть это дело не в вас, это дело в них, в их проявлениях. Вот они так привыкли, да, самоутверждаться. И ключевой навык здесь – это не вовлекаться в чужие эмоциональные процессы, а сохранять собственные границы и не позволять этим внешним реакциям определять вашу самооценку и вашу внутреннюю устойчивость. Все, мои хорошие, удачи вам во всем. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.